Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В этом видео подробно покажу и расскажу, как соединить платье с подкладкой. Оставлю сразу небольшой обзор этого платья, чтобы вы видели, как оно выглядит в готовом виде. Если вы в процессе изготовления изделия вносите какие-то корректировки, то в случае, если вы хотите соединить изделие с подкладом, все изменения, внесенные в процессе, переносите и на выкройку, потому что по этой выкройке вы потом будете выкраивать подкладку. Например, я при первой примерке решила слегка углубить пройму и сразу после этого внесла эти изменения в выкройку. Подкладку выкраиваем на несколько сантиметров короче нашего изделия. Итак, я сделала подкладку, сшила выточки и проложила строчку по низу. Теперь будем соединять подклад с нашим изделием. Так как у меня горловина платья не соединена в круговую, то я начну соединять изделие с подкладом с проймы, а горловину оставлю на конец, туда будет чуть проще подобраться. Итак, прикладываем лицом к лицу и соединяем изделие с подкладом по одной из пройм. Припуски в разутюжку. Если припуск основного изделия вправо, то припуск подкладки влево. Идем на машинку, прокладываем строчку. Теперь нам нужно закрепить припуски на стороне подкладки. С лицевой стороны прокладываем строчку на 1 мм от шва на стороне подкладки. Проложили строчку на 1 мм от шва стачивания, закрепив припуски на подкладке. Теперь мы рассекаем припуски по периметру, не доходя 1 мм от закрепляющей припуски строчки. Рекомендую это делать, отвернув припуски на основное изделие. Тогда вы точно будете уверены, что вы не задели ткань или строчку. Рассекли припуски. Делать это нужно обязательно в местах, где есть скругление. Выворачиваем. Одна пройма обработана. Теперь наша задача обработать вторую. Подлезем к ней снизу изделия и начнем соединять лицом к лицу. Припуски также в разутюжку.
Давайте вывернем и перепроверим, все ли у нас хорошо легло. Вывернем таким образом, как если бы подклад и основное изделие уже были притачены. Плечевые швы. Выточки. Боковые швы. Совпадают. Значит, можно переходить на машинку. Делаем все то же самое, что делали с первой проймой. Соединяем подклад с изделием и затем со стороны подклада на 1 мм прокладываем закрепляющую припуски строчку. Затем рассекаем припуски и выворачиваем. Смотрим, как на данный момент у нас выглядит изделие, соединенное с подкладом по проймам. Сейчас будем соединять по горловине. Так как здесь тесьма молнии, которая должна быть скрыта, сразу поверну ее в сторону припусков и закреплю. И со второй стороны. Подлезу к горловине снизу изделия и также соединим лицом к лицу. Сначала соединяем центр с центром. Слегка достаем пройму, чтобы было удобнее проложить строчку. Соединяем по плечевым швам. На тесьму молнии не обращаем внимания, она не будет совпадать с краем изделия. Вывернем. И посмотрим с лицевой стороны, насколько хорошо прячется тесьма молнии. Да, четко до плечевого шва. А с этой стороны кажется, что один зубчик лишний. Я бы его удалила. Удалила лишний зубчик. Теперь нужно в этом месте снова соединить подклад с изделием и перепроверить. Закалываю тесьму молнии. Соединяю подклад с изделием, ориентируясь по плечевым швам. Выворачиваю. Да, так мне нравится гораздо больше. Сейчас соединяю подклад с изделием по пройме до плечевых швов или слегка ниже. Вывернем, перепроверим. И потом останется соединить только по центральным линиям спинки. Будьте очень внимательны, не зацепите лишнюю ткань. Выверну и перепроверю, насколько хорошо все совпадает.
Да, меня здесь все устраивает, значит можно продолжать. Сейчас прокладываем закрепляющую припуски строчку. Загибаем припуски на подкладку и со стороны подкладки прокладываем строчку на 1 мм. Подлазить сюда не очень удобно, так что будьте предельно внимательны и не захватите лишнюю ткань. И если подлезть прямо до плечевого шва, не захватив лишнюю ткань, невозможно, значит будем прокладывать закрепляющую строчку с того момента, с какого позволяет лапка. Вывернули, смотрим. Сейчас нужно будет рассечь припуски и в этой области делать интервал поменьше, так как здесь большой изгиб и появляется большая сборка. В местах, где лапка не позволила мне проложить закрепляющую строчку, я не буду рассекать припуски. Здесь у меня уже идет ровная линия. Могу позволить себе этого не делать. Рассекла припуски и в центральной области сделала интервал между ними поменьше. Вывернем и посмотрим. Что касается подкладки, нам осталось лишь соединить ее с основным изделием по центральным линиям спинки. Также подлезем сюда через низ. Нужно соединить подклад и изделие лицом к лицу. Для этого немного достанем горловину, чтобы удобно было подлезть. И теперь берем основное изделие. С этой стороны берем подклад и соединяем. Уравнивая срезы. Находим контрольные точки. Контрольная точка линии талии на подкладке и на основном изделии. Она у меня здесь. Соединяем. Также контрольные точки по бедрам. И теперь соединяем по всему периметру. Уравнивая срезы. Обратите внимание, низ подкладки уже подвернут. Идем на машинку, прокладываем строчку. Начиная с того момента, с которого закончили соединять изделие с подкладом в горловине. И чтобы не зацепить лишнюю ткань, лучше сдвиньте ее влево и закрепите. В данном случае я начну прокладывать строчку снизу, так как со стороны подкладки мне будет виднее и удобнее. Строчку буду прокладывать, точно продлевая уже имеющуюся строчку, которая соединяет молнию с основным изделием. Вывернули, смотрим. Лицо, изнанка, наш подклад. То же самое делаем и со второй стороной.
Слегка достаем горловину, чтобы нам было удобно подлазить. Берем подклад, берем основную ткань и соединяем, оставляя все наше основное платье внутри. Соединяем по контрольным точкам. Также не забудьте для удобства подвинуть лишнюю ткань влево и закрепить, чтобы она не подлезла под лапку. И с этой стороны я уже буду прокладывать строчку сверху вниз. Застегнем молнию. На этом платье молния таким образом застегнута никогда не будет, но чтобы перепроверить себя, застегнули полностью. Нам осталось только подвернуть низ и затем хорошенечко все отгладить. Посмотреть, как сшить такое платье с нуля до готового изделия вы можете здесь. Также ссылку на полный пошив оставлю в описании. Спасибо за просмотр. Если видео было информативным, ставьте лайки и подписывайтесь. Также буду рада вашей обратной связи. Шейте с удовольствием и будьте стильными.